Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментов между Чингуком и Тэхёном. 10 место. Внезапное появление Тэхёна на шоу Инкигайо. 30 июля 2023 года Чингук посетил музыкальное шоу Инкигайо. Чон занял первое место со своей сольной песней Seven, а также порадовал слушателей живым энкор-выступлением с ней. Затем неожиданно для всех появился Тэхён. Он приехал поддержать Чингука. Арми, посетивший Инкигайо, поделился, что во время живого выступления Чингука, когда в эфире шла предварительная запись, Тэхён внезапно появился и станцевал с ним. Тэхён – самый главный поклонник Чингука. Все Арми говорят, что они оба встретились робкими взглядами, как бы стесняясь. Чон позвал его к себе, и они игриво затанцевали. Вот таким завороженным взглядом Чингук смотрел на Тэхёна. Я думаю, многие до сих пор поражены этим моментом. Поклонники были удивлены, как Тэхён прекрасно и синхронно станцевал данную связку. Как выяснилось позже на эфире Чингука, то Тэхён попросил Чона научить его этой части хореографии, и тот быстро все выучил. А в конце их совместного танца Чон показывает Тэхёну сердечко пальцами. И так очаровательно улыбнулся. Настоящие мужья. Арми сказали, что после того, как Тэхён станцевал второй припев с Чингуком, то он, спускаясь по лестнице, так перечислял дни недели. А потом, когда спустился, прислонился к стене и искренне улыбался, наблюдая за Чингуком. Примерно с такой улыбкой смотрел на Чона. 9 место. Семейная машина. В день выступления Чингука на Инкигайо Тэхён совсем никак не афишировал свой выход на публику. Он не говорил о себе, даже не показал себя, когда прибыл. Он просто молча пошел туда, чтобы поддержать Чингука. Чон вышел из машины один, а здесь видно, как он заглядывает в машину и смотрит на Тэхёна. Фанат рассказал, что Чингук и Тэхён пришли и ушли вместе. Свидетель сказал, что Чингук вышел первым, но машина все еще была на месте, и других машин не было. После Инкигайо там была только машина Чингука, других машин не было видно. 8 место. Небесная любовь. Однажды Арми спросила Тэхёна, почему у него две национальности – корейская и небесная. Тэхён ответил – Чонгук. Очередная игра слова Тэхёна. Слово «небеса» на корейском произносится как Чонгук. 천국,
И пишутся оба этих слова практически одинаковыми иероглифами. Первое слово переводится Чонгук, второе слово – небеса. Итак, еще одна загадка от Тэхёна, где он, кажется, ответил на вопрос, но ответил именем Чонгук. Все мы помним историческое «Чонгук, я люблю тебя». Это для тех, кто до сих пор думает, что это случайности. Ведь про любовь очень тяжело молчать, даже если так нужно. 7 место. Тэгук – лучший юнит. Помните реакцию Тэхёна и Чонгука, когда на фансайне Арми сказала им, что она очень любит их вместе? Когда она сказала, что ей нравится Тэгук, Тэхён ответил: «Тэгук – лучший юнит». Затем, когда девушка подошла уже к Чонгуку, Тэхён сказал ему: «Ей нравится Тэгук». Чонгук и Тэхён сразу широко заулыбались, какими они стали счастливыми в моменте. Они рады, что их любят как пару. 6 место. Я согрею тебя. Забота в отношениях – это особая форма внимания и поддержки, проявляемая по отношению к партнеру. Забота означает беспокойство о благополучии и комфорте своего избранника и готовность оказать поддержку в любой ситуации. Был момент, когда на съемках у Чонгука очень мерзли руки, а у Тэхёна в это время были надеты полосатые перчатки. Тэхён узнал, что у Чона мерзнут руки, и отдал ему свои перчатки. И вот, мы видим перчатки Тэхёна на Чонгуке. Забота о близком человеке, она как-то уже на подсознательном уровне, когда делаешь что-то, не задумываясь. 5 место. Чонгук дороже всего. Арми попросили выбрать Тэхёна. Клубника или Чонгук, Бургер Кинг или Чонгук, Гуччи или Чонгук. И Тэхён обвел Чонгука, подписав: «Человек с деньгами». Правильно, Чонгук с деньгами купит клубнику, бургер и Гуччи. Тэхён будет всегда выбирать своего Чонгука. Кстати, помните, как Чонгук купил куртку Тэхёну и какой он был счастливый? И потом хвастался перед ребятами. Такой забавный. 4 место. Поддержка Чонгука. Как-то мемберы катались на роликах, и у Тэхёна все никак не получалось устоять на ногах, он то и дело падал. И Чон как мог ему помогал. В тот день Чонгук мог бы легко повеселиться с остальными мемберами, катаясь на роликах, и не следить за каждым шагом Тэхёна, но вместо этого он предпочел быть с Хёном, чтобы с тем ничего не случилось. И хочу заметить, что он не пожертвовал своим временем на веселье, потому что, как мы все видим, он от души повеселился со своим любимым. 3 место. Невинный Тэхён. Был момент, когда Тэхён очень мило веселился, и Чонгук, конечно же, не мог не быть тронут таким Хёном. Чонгук говорит: «Ты такой невинный», и запускает пальцы в волосы Тэхёна. И посмотрите на лицо Тэхёна, он так растерялся. Он поддался своим чувствам неосознанно, перед камерами, и заметьте, как у него покраснели уши после этого действия. 2 место. Синхронные вигу. Тэхён и Чонгук один и тот же человек, но только с разными именами. Одинаковые движения, одинаковые привычки, одинаковые повадки. Да и мысли, наверное, одни на двоих.
Ну что сказать, мужья, они и есть мужья. Первое место. Взаимное признание. Тэхён попросил спеть Чонгука песню «I Know», и Чон, пропустив первую строчку, начал петь: «Знаю, ты любишь меня, парень, так что я люблю тебя». Ну а Тэхён спародировал его. 목소리만 딱 해줘. 목소리만. Разве это не выглядит как взаимное признание? И также Тэхёну нравится слушать пение Чонгука. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!